Дорогие мои друзья, я вас приветствую, вы на канале Твой Мир, с вами Наталья. Прежде всего хочу сказать вам большую благодарность за ваши подписки, комментарии, лайки, за ваше тепло, которое вы дарите мне. Я вам дарю в 1000 раз больше, возвращаю вам, любимые мои дорогие, в 1000 раз больше тепла, изобилия и радости. Дорогие, давайте сегодня посмотрим, какие перемены идут в вашу жизнь. Будет 3 варианта, я рассчитываю. Настройтесь, пожалуйста. Посмотрим, какие перемены идут в вашу жизнь. Вариант номер 1. Первый, вариант номер 1. У вас идут колоссальные возможности от Вселенной. То есть вам Вселенная дает дары, просто вот бери, не хочу, понимаете? И все вам это идет по судьбе. То есть здесь как бы такой вариант, что не воспользоваться грех, понимаете? Вот здесь надо брать возможности и делать. Сейчас расскажу все, что здесь есть. Выложим, чтобы полно понимать момент. Какие перемены идут в вашу жизнь? Смотрите, первый вариант. Для вас какие идут вообще изменения и перемены? Для вас первое, что я сказала, да, это колоссальные возможности, которые вам посылает Вселенная. Вам Вселенная посылает какой-то задел на будущее, начинать сегодня, уже вчера надо начинать, да, как говорится. Здесь какие-то такие долгосрочные перспективы, которые, я не побоюсь этого слова, которые просто поменяют вашу жизнь по тузу жезлов, да, они могут изменить вашу жизнь в любой ракурс направления. Но здесь, как вероятнее всего, эти изменения идут к лучшему. Но при всем том, здесь присутствует некая фаза конфликтов. Здесь присутствует такой момент, что вы с кем-то конфликтуетесь, вы с кем-то не можете договориться. Кто-то уходит в какой-то момент отстранения, кто-то идет в момент саморазвития. И может быть на этой почве у вас идут какие-то конфронтации и какие-то размолвки. Здесь кто-то очень сильно залипает на каком-то объекте и не видит тех возможностей. Кто-то очень долго сомневается и не смотрит, да, то есть как бы боится брать на себя ответственность, не брать на себя ответственность. И здесь вот такой момент, что вот эти возможности, вот этими стычками, какими-то размолвками и сомнениями вы упускаете эти возможности. Здесь надо принимать решение, и это решение, знаете как, оно, хочется сказать, маленькое. То есть здесь достаточно, возможно, вашего «да» для того, чтобы ваша жизнь изменилась и вышла вообще в состояние десятки кубков. А эта карта говорит о гармонии и изобилии, когда у вас дом, полная чаша, когда рядом с вами ваши любимые, ваша семья, ваш дом, ваша поддержка. И здесь вот такие перемены к вам идут. Давайте посмотрим, что еще к вам идет. Еще к вам идет какой-то момент, когда вы недовольны тем, что у вас есть такое чувство, как будто вы не этого хотели. Вы хотите нового начинания. И здесь к вам идет это новое начало. К вам идет это новое начало. К вам идут новые возможности. К вам это все идет, дорогие мои. К вам идет движение, но только в том случае, понимаете, развитие всего этого контекста, только в том случае, если вы примете решение. Если вы примете решение сидеть и ничего не делать, то движение в этом случае, конечно, не наступит. Здесь для многих очень много проиграется новых каких-то проектов, где придется очень много работать, очень много вкладывать силы и энергии для того, чтобы заработать деньги. Кто-то, знаете, приложит все свое мастерство и весь свой опыт к тому, чтобы это дело стало делом его жизни. И для многих здесь идет очень сильная поддержка Вселенной, потому что она вас ведет в изобильную жизнь, понимаете? И здесь очень многие, может быть, даже большая часть смотрящих, да, они просто ощущают вот эту силу, которую оказывает высшие силы на вас, да, проводит. И здесь вы все равно в какой-то момент вы боретесь за эти победы, вы все-таки не сидите на месте, и к вам идет вот эти перемены в жизнь, идут, что вам все равно, как вы делали всегда, вы не останавливались, да, здесь к вам идет какой-то человек, который будет вас обучать, наставлять. Здесь может быть и наставник, здесь может быть человек, к которому вы прислушиваетесь. Ну, короче, какой-то человек сыграет важную роль в вашей жизни. На какой-то момент к вам идет ситуация, когда вы, знаете, как будете обездвижены, да,
Обездвижены в каком плане? Такое ощущение, как будто вы и хочу сделать, но не могу. Да, здесь может, ну, кто-то может приболеет, может кто-то... Сейчас посмотрим, что здесь будет еще. Еще. Угу. А здесь вот этот момент, да, какие перемены к вам идут. На какой-то момент вы можете не знать даже, что с этим делать. То есть здесь тоже такой вот момент возможен, да, когда я говорю, что вы связаны будете по рукам и ногам. Это момент, когда вы, грубо говоря, получили информацию, с которой не знаете пока, что делать, да. Потому что для вас эта информация некая новая, это сакральное, это что-то для вас может быть пока еще непонятно. И вы здесь вот такой вот человек, который не относится к этому серьезно, а возможно для кого-то здесь откроются такие знания, когда вы сами не в состоянии ими управлять, да, такое тоже может быть. И вот этот наставник, он вам поможет все-таки с этим справиться, потому что здесь мы видим туз мечей, вы примете решение, да, и это решение, оно будет вам по судьбе, то есть так сложатся обстоятельства, что вы примете это решение для того, чтобы все-таки пересмотреть вообще уровень своей жизни и начинать пользоваться вот теми благами, которые вам предлагает Вселенная, да. И здесь, смотрите, первый вариант. Самое важное, чтобы вы соблюдали баланс. Здесь, я так понимаю, что речь идет о очень серьезных знаниях, которые вы получите, и здесь очень важно применять эти знания во благо. Не делать во вред, потому что можно распрощаться в партнерстве с кем-то, да. То есть здесь как бы помните о том, что любое зло, оно наказуемо, и любое добро, оно возвращается. И вот здесь для вас очень стремительно начнет развиваться этот момент. На какой-то момент вы будете обесточены, потому что это очень много будет уходить энергии, но здесь вы войдете в элиту каких-то, хочется сказать, специалистов, да, когда вы будете, ну вы еще пока будете новичком в этом в кругу, но, тем не менее, здесь вы войдете в этот круг через мужчину, через короля мечей, после какого-то разочарования. Вот в чем-то будет ваше разочарование, да, это какие перемены к вам идут. И вот этот мужчина, король мечей, который четкий такой, который знает, как выруливать из различных ситуаций, да, после некого разочарования, все-таки вы войдете вот в этот круг единомышленников, давайте это назовем так. Для многих еще вы будете выбирать вообще, стоит этим заниматься или нет. Но многие все-таки останутся в этих знаниях, с этими практиками, потому что вы начнете получать победу, вы начнете зарабатывать уважение, вас люди начнут слушать и уважать. Но здесь тоже и большие деньги на кону тоже стоят, и большие деньги, и большие соблазны, здесь много всего. А здесь еще может быть такой момент, что вы во всем этом прокачаете себя очень хорошо внутренне и одержите победу над своими какими-то старыми страхами. И выйдете в карту мир. Это прекрасная карта, вы получите все, о чем вы желали, и гораздо больше. Вы обретете внутреннюю стабильность, вы обретете уверенность, вы обретете гармонию. Да, кто-то даже встретит человека себе для жизни, кто еще не в отношениях, такого перспективного, который все-таки умеет управлять ситуацией. Да, и здесь, смотрите, все перемены идут к лучшему. Здесь вашей жизни давно пора меняться, давайте скажем так. И вот эти изменения к вам в жизни, они все-таки идут. Вот такой вот первый расклад у меня получился, дорогие мои. Давайте смотреть вариант под номером 2. Какие перемены идут к вам, что ожидает вас. Вариант номер 2. Какие перемены ожидают вас? Дорогие, настройтесь. Какие перемены идут к вам в жизнь? Вариант номер 2. Первое. Пока в жизни у вас идет размеренность. Идет размеренность, идет такой момент, что вы соблюдаете баланс, и это очень правильно.
Вы в каком-то моменте даже проходите какое-то обучение, проходите какие-то новые знания к вам приходят. Какие перемены идут к вам в жизнь? К вам идет в жизнь император, человек достаточно влиятельный, человек достаточно умеющий управлять, человек, требующий подчинения, человек, требующий уважения. Но при всем том, он, знаете как, у него есть такая черта, как чувственность. Здесь для вас еще идут большие трансформации. Здесь ваша жизнь меняется и делится на до и после. Какие изменения еще идут к вам в жизни? Идет к вам какая-то новая влюбленность, либо чувство обновления. Здесь идет туз кубков. Слушайте, к вам идет большая любовь. Второй вариант. Вы с этой любовью, если еще не знакомы, то будете знакомы на каком-то мероприятии увеселительном. Знаете, как будто борьба какая-то будет все-таки. Ну, возможно, вы будете за это бороться. Может, защищать кого-то будете. Вот такой момент. Что еще, какие перемены идут к вам в жизнь? Еще к вам идет какой-то, знаете, такой момент, что либо вам отдадут то, что вам должны, либо вам придется поделиться чем-то. Но здесь такой момент, что четверка пентаклей рядом, это все-таки карта стабильности. Здесь, я думаю, все-таки вам, да, это вам вернут то, что вам должны, и вернут по справедливости. То есть, если задолжали кому-то, да, то здесь все-таки вы будете довольны, между прочим, этим. Очень сильно будете довольны вот этим вот возвратом. Но еще какой-то вы все-таки будете ожидать какого-то момента. А что вы будете ожидать? Вы будете ожидать решения ситуации, которая очень долго не решается. Но ситуация-то не решается лишь только потому, что вы должны ее детально изучить. Вы здесь должны подумать о том, что вы где-то применили хитрость. Что, какие перемены еще к вам идут в жизнь. Вот ситуация, которая не имеет решения на сегодня, здесь вам нужно посмотреть, в чем вы неправы, либо где с вами неверно поступили, да, то есть здесь как-то надо провести детальный анализ для того, чтобы выйти вот в это новое направление, выбрать новый путь. Для кого-то здесь будет выгодное партнерство. Партнерство в любом случае, это может быть и деловое, может быть и любовного характера. А вы будете за что-то бороться, какие-то изменения к вам идут, а может быть и за партнерство за это вы будете бороться. Но здесь, понимаете, как борьба, но все-таки надо довериться Вселенной. Надо понимать, что, знаете, не каждая борьба, она хороша. Если вы боретесь и понимаете, что это все напрасно, здесь вам Вселенная говорит, что оставь это мне, дабы не уйти в разочарование. Я лучше знаю, куда тебе надо, да, потому что ты можешь реально бороться за то, что тебе в итоге не надо. Ну, ты борешься, и когда ты это получишь, ты будешь этим недоволен. Да, и здесь наступает момент выбора, что что мне теперь с этим делать дальше? Идти в какое-то новое начинание. И вы будете задаваться этим вопросом. Давайте еще посмотрим, какие перемены идут к вам в жизнь. К вам идут перемены, изменения. Вы будете менять себя многие. Да? Здесь тоже идет такая трансформация, внутренней проработки, когда вы будете выходить из своей зоны комфорта, когда вы будете понимать, что надо двигаться дальше, что надо развиваться, что знание – это сила. Здесь такой момент, что вы на какой-то момент даже ощутите какую-то легкость, при всем том, что вы как будто эту работу выполняете уже достаточно долго, но она для вас не обременительная. Для многих здесь может проиграться, что пройдя вот эти свои трансформации, вы наконец-то исполните свое желание по колесу фортуны. А здесь, понимаете, вот эти перемены, они все идут к лучшему. И здесь такой момент, что вот вы одерживаете свою победу, вы получаете свои призы, знаете, это вот для тех очень хорошо проигрывается, кто очень долго работает над собой, да. И здесь вот все-таки момент вот этого вознаграждения, он уже не за горами. И здесь вам предстоит сделать какой-то выбор, который нельзя не сделать, понимаете. Вот вам надо принять все-таки какую-то свою духовность. Вам надо принять свою духовность, вам надо принять то, что мы состоим не только из материального, а очень важна и душа, и то, какой ты внутренний человек, и как ты себя
проявляешь, да, как ты себя проецируешь в этот мир. Здесь вам нужно вот это вот принять. Либо вам здесь придется принять выбор, как уход какого-то человека из вашей жизни. Но здесь все равно, как бы в том или ином случае вы развиваетесь дальше, вы идете в развитие дальше. Да, вы уже будете иметь какой-то опыт за плечами, но тем не менее жизнь продолжается. Давайте еще одну карту. И здесь какое-то, понимаете, как будто решение придет само по себе. То есть вам даже не придется принимать решение, как-то судьба сама разрулит этот весь момент. Да, в какой-то момент вы будете немножко опечалены, но приходит к вам король мечей, человек с холодным рассудком, который решает все вопросы. И здесь, смотрите, после прихода короля мечей вы как будто поймете, что вы шли не в том направлении, что вы гораздо можете больше, что вы можете пойти поменять свою жизнь, да, совершенно, да, в новом направлении. Вы можете поменять свою жизнь. Как бы вы осознаете только через вот этого человека, что ваша жизнь, предыдущая, можно так сказать, что ли, ну не знаю, выбрана была неверно, что вы можете больше, вы можете иметь совершенно другой уровень жизни и будете праздновать победу. Второй вариант. Вот такие перемены идут к вам. Отпишитесь, пожалуйста, в комментариях, как проигрывается, что отозвалось. А я буду смотреть вариант под номером 3. Давайте настройтесь, пожалуйста, третий вариант. Посмотрим, какие перемены идут в вашу жизнь. Какие перемены идут к вам в жизнь? Вариант номер 3. К вам идет какой-то карьерный рост. Вариант номер 3. Причем вы уже давно это планировали, но почему-то ждете. Почему-то ждете, не действуете, хотя понимаете, что направление выбрано верно. Какие еще перемены идут? Почему-то смотрите все в прошлое. Что там в прошлом? А хочется будущей жизни стабильной. Знаете как, надо закрыть какой-то вопрос, чтобы выйти в новое начало. Какие еще перемены к вам идут в жизнь? Какие еще перемены идут к вам в жизнь? Третий вариант. Здесь идет для кого-то кто-то осознает, что он влюбился. Для кого-то, может быть, чувства, которые уже есть, они обретут какой-то новый окрас. И здесь больше проиграется для тех, кто уже давно в отношениях, да, как будто возобновятся отношения, выйдут вообще совершенно на другой уровень. Такие перемены идут. Давайте посмотрим еще, какие перемены идут к вам. К вам идут невероятные возможности, когда вы можете все, вы можете управлять полностью своей жизнью. Да, туз жезлов. К вам идет еще сверху возможность менять свою жизнь, понимаете? Вот, ну, только говорю, и карты сами за себя. Смотрите, вариант номер 3. Здесь о чем? Здесь о том, что у вас настолько велика сила, что вы свою жизнь можете поменять в одночасье, потому что вы в своей жизни уже император, да, вы человек, который идет вперед, который не смотрит назад. Здесь не понимаю, какой вопрос, дайте я уточню. Вы какой-то вот проект, как будто вы начинали его и бросали. Вот здесь я просто спросила, что в прошлом надо вернуться и закрыть.
Третий вариант, тот вопрос, который вы поднимали и пытались что-то реализовать, вот вам туда надо вернуться, потому что из этого варианта у вас идет изобильная жизнь. То есть, может, как-то, знаете, подумали, ай, нет, это не то, что я хочу, и ушли. И вот здесь такой момент, что у вас невероятная сила есть, внутренние резервы есть, жизнь свою поменять в одночасье, вот развернуть в любой момент. И опыта у вас достаточно, и вы человек, который... Понимаете, как вы не терпите несправедливости, вы хотите уважения, вы даже где-то требуете это уважение к себе. И вы достигатор, самое главное, что вы здесь достигатор. Вы просто почему-то боитесь выйти из своей зоны комфорта. Вот, говорю и карту достаю, да, что все-таки вам надо сделать выбор, который вы не можете не сделать, но надо вам. И выбор этот заключается в партнерстве. Что-то вот здесь... в какой-то стабильности вашей, да, вот либо поменять эту стабильность, либо закрыть какой-то вопрос в партнерстве, не знаю. Здесь как будто, знаете, вот то, что было тайное, да, его надо отказаться от какой-то тайны надо. Отказаться от какой-то тайны. Либо это у вас нехватка знаний. Движение вперед. Победа. Карта мир. Здесь, смотрите, третий вариант. Вот здесь вам надо сделать какой-то выбор в партнерстве, который вы не можете не сделать, да? И вам вот какая-то, либо вы не делитесь с партнером чем-то, либо вы от него что-то скрываете. И выпадает Верховная Жрица. Это карта, которая говорит о тайне, да. Это карта, которая говорит, возможно, об измене какой-то. Здесь, ну вот что-то такое тайное. И вам то ли надо от этого отказаться, то ли вы вот это до такой степени тщательно скрываете, чтобы никто не узнал, понимаете. И здесь вот такой момент, что через короля мечей, опять-таки, это может быть и сам человек, а может быть ситуация такая обостренная, когда вот начнется вот это развитие, да, и вы пойдете в движение, одержите победу, но все равно здесь, смотрите, в карте мира мы возвращаемся к тому, что ваши тайны будут все подняты. Поэтому здесь вот я только хочу сказать о том, третий вариант, что если есть какие-то камни за пазухой, лучше вот их здесь оставить в прошлом, да, перед своим движением вперед, какие перемены к вам идут. Вам надо от этого отказаться, вам надо оставить это в прошлом. Какие перемены к вам идут. Вот видите, если вы все-таки не откажетесь, вы впадаете вот в этот момент уныния, отстранения, либо все-таки начинаете конфликт с королевой Пентаклей и не рады вы этому. А что будет, если вы оставите? Смотрите, третий вариант. Я спросила, что будет, если вы оставите все тайны в прошлом для дальнейшего движения, да? Какие к вам перемены придут? К вам придут перемены осознания того, что вы, во-первых, начнете ценить то, что есть, и начнете больше уважать себя и понимать, что нужно вам для вашей внутренней гармонии, да? И здесь окажется, что вы откроете, во-первых, свою чувственность очень сильно. Вы сможете знаете, какой-то такой даже момент, когда вы сможете зарабатывать очень много денег как-то в одиночку. Знаете, вот такой момент, что вам не надо никто для этого, а здесь как будто вы сможете в одиночку это все. Это про деньги? Это... Нет, это не про деньги. Что будет, если вы оставите в прошлом вот эти свои все какие-то тайны?
Вам придется уйти в поисках своей гармонии, потому что вы здесь осознаете, что это была зависимость. Это была зависимость, да, и вот здесь вы себя чувствуете неким таким отстраненным человеком, а здесь идут глобальные перемены, здесь ваша жизнь делится на до и после. Вы вступаете в некий конфликт, и вы разрушаете все основательно, для того, что, понимаете, вот здесь такой вырисовывается картинка, как будто вы жили в какой-то иллюзии. Как будто вы себе что-то придумали, и вот здесь в моменте, когда вы оставляете вот эти тайны в прошлом, да, а говорите с партнером честно обо всем, то здесь для вас выяснится, что вы вообще сами себя держали в каких-то иллюзиях. Конечно, какой-то период времени вы будете очень разочарованы во всем этом. Потому что вам нелегко дастся решение этого вопроса. И здесь я хочу сказать, что здесь по карте Страшный суд, как бы ни было, вы все-таки отвечаете за содеянные поступки, да, и перемены, они все равно идут к лучшему. У вас впереди какое-то новое начало, но вы все равно, вы знаете, как будто не можете отпустить то, что у вас было, и вы все равно за это держитесь, и все равно еще ищете варианты, чтобы вот остаться с императрицей. А вам говорят высшие силы, что доверься судьбе. Доверься судьбе. И для вас все решится. Вот такой вот расклад у меня получился для третьего варианта. Дорогие мои, пишите комментарии, ставьте лайки. Обязательно давайте обратную связь, как проигрываются расклады. Это очень важно. Милые мои родные, я вам желаю успехов, я вам желаю позитива, я вам желаю мирного неба над головой, я вам желаю берегите себя и берегите своих близких. И пусть с вами всегда будет то, что вам дорого. А я вас обнимаю, до новых видео. Ваша Наталья.